Всем привет, с вами Артем. Как уже догадались из названия видео, сегодня проведем сравнение процессоров Xeon E5-2650V2 и E5-2630V2. За последнее время очень часто просили провести такое сравнение. Актуальность данных процессоров немного оживилась за счет серьезного снижения цены. Например, на сегодня цена на 2650V2 около $19, а на 2630V2 около $10, что практически в 3 раза ниже тех цен, которые были в начале лета. Характеристики процессора вы можете видеть на своих экранах. E5-2650V2 это 8-ядерный 16-поточный процессор, а E5-2630V2 это 6-ядерный 12-поточный. Частота оперативной памяти, с которой они будут работать, это 8-ядерник 1866 МГц, а 6-ядерник с частотой 1600 МГц. К сожалению, выше данный процессор не берет. Если вам нужна более подробная информация по камням, загляните к нам на ресурс в раздел «Инфо». Ссылки на характеристики будут в описании, в подсказках и закрепленном комментарии. Немного важной информации. В связи с тем, что ресурс TwoClick решил заблокировать мою учетную запись, все ссылки с диаграммами под видеороликами, имеющими в названии TwoClick, заблокированы. На сайте в том же разделе «Инфо» был добавлен пункт диаграммы. Там Google Диск с абсолютно всеми диаграммами, которые участвовали в сравнениях. Так что есть возможность или скачать, или посмотреть непосредственно на диске данные диаграммы. Заблокирован был по причине сокращенной ссылки на файл торрент с Google диска. Торрент был на закачку образа Windows 11, который я скинул в тот же день в сообществе YouTube. По скромному подсчету легло около 1000 ссылок. Восстановление аккаунта мне было отказано. Настройки в играх будут максимально возможны, разрешение в основном 720, результаты на диаграммах это чистый прогон бенчмарк FPS без захвата и оверлея, возможно погрешность с видео. В ларе у нас средняя частота кадров по всему бенчмарку 87/77. Как можно видеть, процессоры достаточно холодные. Это неплохой плюс для компактных корпусов, но не стоит забывать, что корпус все равно должен проветриваться, иначе будет жарко, независимо какого процессора требования к охлаждению. Видеокарта также этот момент подкорректирует. Напомню, что у нас корпус открытого типа, охлаждение Noctua NH-U12P SE2, температура в помещении 28 градусов. В первом проекте 2650V2 имеет разницу в среднем 10 кадров. GTA 5. Средняя частота кадров 58/53. Настройки ультра, дополнительные настройки отключены. В данном проекте с небольшим отрывом 2650V2 имеет преимущество. Hitman 2. Средняя частота кадров 75/68 в пользу 2650V2. Dota 2. Настройки максимальные, разрешение Full HD, средняя частота кадров по данному отрезку 138/131. Как можно видеть, что в среднем около 7 кадров 2650V2 имеет в плюсе. Watch Dogs 2. Средняя частота кадров 59/53. Процессоры без проблем проходят данную дистанцию. У 2650V2 это получается немного лучше.
Обитель зла 2. Настройки условно очень высокие, не превышающие 8 гигабайт видеопамяти. Средняя частота кадров на данном отрезке 123 на 118. Война миров Z. Средняя частота кадра по бенчмарку 59 на 55 в пользу 2650 V2. CSGO все-таки получилось победить блокировку сторонних оверлеев, и теперь данный бенчмарк также в тесте. Настройки ультра, разрешение 1080, средняя частота кадров 233 на 217. И последний на сегодня тест — это ЗОУ Припяти Benchmark, результаты которого мы посмотрим немного позже. Вот такие получились результаты. Надеюсь, я закрыл вопрос по поводу данного сравнения. Думаю, ни для кого не было секретом, что E5 2650 V2 производительный в играх и бенчмарках, а вот насколько, это уже можно было сегодня отметить. Но стоит учитывать, что это относительно нашего варианта тестов, набор игр, оборудования и так далее. Я считаю, что сейчас все-таки стоит немного переплатить за 2650 V2. Это, как можно видеть, и в синтетике побыстрее, и в игровых проектах также. Это касается и тех, у кого, например, видеокарта RX 570 работает под сотку с процессором 2630 V2. Напишите в комментариях, что вы думаете о данных процессорах, имеют ли они на сегодня право на жизнь, и по возможности поддержите ролик пальцем вверх, подпиской. А на этом у меня все, с вами был Артем, всем добра.